Здрасте. Здравствуйте, Анна Мика, здрасте. Спалось нормально, отдыхалось тоже не. Как ваши дела? Как ваши дела? Так, без лишних слов мы сегодня будем проходить квесты Льюэ, потому что здесь их миллион. С одной стороны, это хорошо, конечно, но с другой стороны, не очень. Пока что меня квесты в Льюэ не радуют, конкретно в городе, потому что они сейчас пока выглядят «принеси-подай», отойди подальше, не мешай. Вот. Здравствуй, департамент по делам граждан приготовил для тебя новые задания. Если интересно, я посвящу тебя в детали. Так, расскажи репутацию. Я зашел в Лиюэ, в Манштадт. У меня там осталось 2 квеста и будет 100%. Вот, здесь. Одинокий корабль в Гуюнь. Это мы выполнили. Срочная работа. Подношение адептам. Да, вчера сделали. Письмо ценой в 10 тысяч золотых. Не помню такого. Маленькая игра. Не помню. Окей. А что нам дадут? Фон. Рецепт. О, это хорошо. Охайо. Здрасте. Кусыч. Пес. Прям с утра, здрасте. Кукусики. Так, куда? Сейчас, секундочку. Так, я здесь. Кысыч! Ой, ты пес какой, а! Завел кота, оказался пес. Мау. Напомню, квесты в Лиюэ. У нас какие-то были? Нет. У нас есть квест... Вот тут. Почему они на карте не показываются? Это так неудобно. Так, это не то. Нет, это другое. Чайного доктора Люсу из чайного дома Хэйю что-то тревожит. Что тебя тревожит? Пойдем, расскажи. Расскажи, покажи. Куда? Ой, как далеко. Ну и ладно. Те активности с утра выполняет. Да. Кысыч тот еще пес. Так. Наверху? Сейчас посмотрим, что его там тревожит. Чувак переживает, сидит. Здрасте. Чайный доктор Люсу. Ох, вот дела. Хватит на сегодня историй. Больше ничего не расскажу. Что случилось? Эта малюсенькая сцена просто выводит меня из себя. Да, ее никто не ремонтировал десятилетиями. Только ступишь и уже скрипит. А ведь я давно говорил нашему дедуле Фэньэру, что пора бы ее заменить, а он все отмахивается, мол, хорошего плотника не найти. Сегодня я рассказал историю «Гнев Шайшаня». Я притопну, она прискрипнет, я рукой взмахну, она заскрипнет. Атмосфера псу под хвост. Публика просто потешалась, а какие-то негодяи даже меня освистали. Ты уверен, что проблема в цене? Я сыт этим по горло. Вот приведу дедуле хорошего плотника. Посмотрим тогда, как он на этот раз выкручиваться будет. Ты ведь из гильдии искателей приключений, да? Тогда я сразу к тебе и обращусь. Можешь найти плотника? А как мне его искать? Какого плотника? Ох, извини, ты ведь не из Лиюэ. Откуда тебе знать, где найти хорошего плотника? Что ж, тогда сходи к мастеру Лу из мастерской Фаньму в деревне Цинце. Он славится своим искусством. Попроси его помочь.
Если у него не найдется времени, то пусть хотя бы подмастерье отправит. С этой работой справится любой подмастерье из мастерской Фаньму. Если поработают на славу, то за такую сцену и перед госпожой Юнь не будет стыдно. Ай да молодец я такую причину придумал, что дедуля точно не откажет. Ты не беспокойся, главное, плотника приведи, а я тебе сполна заплачу, хорошо? Ну, тогда я на тебя рассчитываю. Как найдешь плотника, приходи в чайный дом. Я там каждый день. Можно я отойду на секундочку? В Лио вообще много скрытых квестов почти в каждой крупной локации своей. Понял. Давайте я вас включу. Вот так вот. Вот так вот сделаю. Сейчас мне надо буквально отойти чуть-чуть. На чуть-чуть. Риви говорит всем приветик. Здрасте, Риви. Здрасте. Анимика говорит чатик, кто не ввел, еще один промокод на 30 гемчиков, стандит хмавуика. Да. Так вот, я пытаюсь немножко заболеть, и из-за этого в нос говорю, я не виноват. Я стараюсь не заболеть, но мой организм думает иначе. Поехали. Найдем плотника. А я без сердца? Почему? Ты что, бессердечная? Минута молчания, я отходил. Спасибо. И знаешь, что нельзя болеть, но я же не виноват. А-ба-ба. Морковка. Так. Где он? Ой, этот же чувак, который может продавать эти вещи в дом. Все в дом. Здрасте, мастер Лу. Куда спешишь, девушка? Присядь, попей чаю. Мастер Лу. Вы объясняете мастер Лу поручение Лю Сю. Ох, сцену-то несложно построить, но ты не к тому обращаешься. Деревня Цинце так далеко от гавани, что это... кто же присмотрит за мастерской, если я уйду? К тому же я старый я стал для таких далеких путешествий. Кости мои уже не те. Значит, нам мне в мастерскую Фаньму придется другим награду отдать. Ну, мастерскую. Постой-ка, раз уж ты проделал такой путь, то я тебе порекомендую кое-какого рукастого. Он хоть и не мой подмастерье, но я сам был бы не прочь его взять. Мастер Лу. О, стоит чувак. Мастер Лу. Даюй. Это Даюй уже вот этот, все понятно. 3 стула для старосты я закончил, а на 4-й дерева не хватило. Спасибо тебе, Даю, за помощь деревне. Кстати, а ведь Даю тоже может тебе помочь. Но я ведь не в подмастерье у мастера Лу. Я не могу представлять мастерскую Фаньму. Успокойся, они из Лиюэ и хотят, чтобы мы им построили сцену в чайном доме Хайю. Ой, чтобы мы построили? Я и мастер Лу, бабуля, вы это слышали?
Слышала, слышала. Мастер Лу, даю... Что? Так хочет быть твоим подмастерьем, так и крутится возле мастерской Фаньму, а на других плотников даже не смотрит. Он добрый, прилежный мальчик. Самое время взять его к себе. Да, понял я. Я ведь уже даю ему поручение от своего имени. Разве не ясно этим выразился? Спасибо, Речка. Спасибо вам, мастер Лу. Даю. И первое официальное поручение – построй сцену в чайном доме Хэйю. Сделай все как надо, чтобы мне не пришлось потом краснеть. Проще простого. Я работал на плотника, который делал сцену для Нефритового дворца. Ты нос-то не задирай. Старая сцена чайного дома Хэйю десятки лет простояла, так что и ты должен построить крепкую сцену. Ох, а как же это для фанера? Что? Как же это они так долго обходились маленькой сценой? Ладно, вот только доделаю последний стул и сразу сдвигаюсь. Извините, госпожа, придется еще немножко подождать. Для последнего стула мне нужно 3 доски сосновой древесины. Пойду порублю. Нужно подождать? Если вы не хотите ждать, то вам придется волшебным образом раздобыть 3 сосновых древесины прямо сейчас. А у меня есть. Ладно. Ого, вы и правда так можете? Если вы не устали, не могли бы вы дать еще красной краски? У меня нету. Размечтался. Хе-хе, не надо злиться. Ведь у великих людей большое сердце. Серьезно? Ты меня развел? Ты, наверное, любишь чипсы? Ну, ем иногда. Забирай. Спасибо за помощь. Вы нашли 3 сосновых древесины и красную краску? Подожди, у меня есть. Я ее в доме делал же, точно. Забирай. Полюбуйтесь-ка. Да, Юй принимается за работу. Последний стул закончен. Держи, бабуля. А теперь мне пора в чайный дом Хэйю. Мастер Лу, дождитесь меня, и я вернусь через несколько дней. Да, счастливого пути. Ну, я пошел. Завтра вечером я уже буду в гавани Лиуэ. Увидимся в чайном доме. Окей. Как скажешь. Так, а что у тебя продается? Ты не хочешь со мной продаваться. Ладно. А почему у меня квест пропал? Дождитесь... следующего дня, 18:21. Ладно. Ну, мы сразу туда телепортируемся. Ну вот, придется по вечерам работать. Кто мне будет оплачивать сверхурочный оло? Так, куда идем? Следующего дня. Следующего дня. Прям так. Ладно, поспим. Такие просто легли, на дороге сидим, спим. Такова жизнь путешественников. Бум. Так, и где этот пес? Куда? Угу. Ну, пойдемте. Посмотрим, что он там сейчас нам построит. И как потом будет отмазываться тот чувак, который на сцене был, что там скрипит все. Наверх? По-любому наверх. Да. Даю. Что это значит? Вы столько ругались, так и не договорились? О, я понял. Господин Люсу хочет построить новую сцену, но
Но не он решает. Слушаться надо дедулю Фаньера, которой новая сцена не нужна, все ясно. Тогда зовите меня, когда разберетесь между собой, а сейчас я хотел бы отдохнуть после долгого пути. Ох, ну и что за дела такие? Так, мы зря проделали весь путь? Не беспокойтесь, я с ним еще раз поговорю. Дедуля Фаньер, если вы не потратите немного моры на сцену сейчас, то в будущем потеряете намного больше. Вы сами подумайте, каждый раз, когда госпожа Юнь будет выходить на сцену и взмахивать копьем, то вместо аплодисментов будет слышать только один скрип. Стыдоба-то какая! Оперная труппа Юньхань вовсе не обязана выступать у нас в чайном доме. Если они будут недовольны, то просто найдут себе другое место, а мы останемся ни с чем. Госпожа Юнь, мой близкий друг, она никогда так со мной не обойдется. Вы думаете, мы можем ни о чем не беспокоиться? А я вот слышал, что многие предпочитают ходить в 3 чашки в порту, а не к нам. Тянь железный язык уже популярнее, чем я, а вы дальше носа своего ничего не видите. Госпожа Юнь приносит нашему чайному дому столько денег, и вы говорите, что мы не можем себе позволить новую сцену? Кто меня звал? Ой, господин Люсу. Вас кто-то разозлил? Нет, я не злюсь, госпожа Юнь. Вы собираетесь сегодня выступать? Отнюдь, я пришла попить чаю, а заодно проведать дедулю и вас, господин Люсу. Ой, и Тенра тут. Не думала, что встречу тебя здесь. Судьба нас столкнула. В этом нет ничего удивительного. Ха-ха, госпожа Юнь, за словами в карман не лезет. Приходите мне как раз... Что? Проходите, мне как раз завезли новый чай из деревни Цаоин. Давайте его разоварим. Дедуля Фаньер, а я внизу слышала, что вы собираетесь ремонтировать сцену. Неужели этот день настал? Хе-хе-хе, как она красиво сделала. Надо еще обдумать. Еще обдумать? Кстати, вы знаете, кого я навестила сегодня в деревне Цэнцэ? Ну говори, не тяни. Ты снова ходила к Жосинь. Угадали. Бабуля Жосинь спрашивала о чайном доме Хэйюй, и я сказала, что со временем ее молодости ничего не изменилось. А потом она сказала. Что сказала? Ой, а я и забыла. У тебя такая хорошая память, а такую важную вещь ты забыла. Ну и ладно, она будет рада, что все осталось как прежде. Вы, молодежь, гонитесь за всем новым и совсем не уважаете прошлое. Вам бы лишь бы новую сцену подавай, а меня и слушать не хотите. Дедуля, не нужно злиться, давайте сначала попьем чаю. Я сама заварю. Тенра, господин Люсу, помогите мне достать чай. Боже, эти имена у меня мозг с утра воспринимает нормально. Это, наверное, потому что я их так читаю. Здравствуйте, Иисус. Здрасте. Так, нам наверх? Да. Госпожа Юнь, а я все угадал, почему дедуля Фаньер так не хочет строить новую сцену. Ведь от нее сплошная польза. Что? Ведь от нее сплошная польза? А теперь я все понял после нашего разговора. Я понимаю, что ему важны воспоминания, но я не думал, что это затянется на столько лет. Ну, теперь мы знаем причину. Я не понимаю. Это старая история, но раз тебя... Спасибо за подарочек. Спасибо за свой первый подарок мне. Спасибо большое. Ну, раз и тебя в нее втянули, то я, пожалуй, расскажу. В молодости дедуля Фаньер был оперным певцом и часто выступал вместе с бабулей Жосинь. Нередко они играли на пару на сцене, и в душе дедуля Фаньер мечтал, чтобы это стало реальностью.
Но сердце бабули Жосинь принадлежало другому. Со временем ей наскучило петь, и она уехала со своим возлюбленным в деревню Ценце. Но случилось несчастье, и возлюбленный бабуля Жусень так и не добрался до деревни Цинце. Так она и осталась там жить в одиночестве. Дедуля Фенер знает, что я частенько захожу к ней, и все время о ней спрашивает. Ясно же, что он еще скучает по бабуле Жусень и не хочет разрушать сцену, символизирующую их прошлое. Эй, раз эта сцена так важна для дедушки, то он никогда не позволит нам построить новую. Зря только плотника звали. А может и нет. Думаю, я знаю, как его убедить. Дайте мне еще немного времени, господин Люсу. Правда, знаешь, лишь бы сцена была исправна, а я уж тебя благодарю, госпожа Юнь. Многого мне не нужно. Только расскажите «Дождь клинков». Это понятно. На этот раз я хочу дослушать до конца. Тенра, пойдем со мной, если хочешь. Юнь Цинь сегодня на себя не похожа. Наш чайный домик десятки лет дружит с оперной труппой Юньхань. Как трудно, реально. Поэтому мы дороги. Не переживайте, я расскажу историю специально для вас. Ну ладно, с чаем мы закончили, пора поговорить с дедушкой Фенером. Сейчас мне кофе привезут, и все станет получше. Все будет хорошо. У меня 41 ранг приключения. Дедуля, пока мы пили чай, я вдруг вспомнила, что мне сказала бабуля Жосинь. И что же она сказала? Она сказала, Фенер вечно себе жизнь усложняет, и это так печально. Ох, она по-настоящему меня понимает. Но, кажется, она совсем не скучает по этой старой сцене, только мне одному она дорога. Глупо было так за нее держаться. Ладно, делайте, что хотите. Никакой мотивации, в смысле? Давай, пока. Пока-пока. Это так трогательно, что вы сберегли сцену на долгие годы, и вовсе не глупо. Не нужно так говорить. Сцена нуждается в ремонте, но мы не должны разрушать то, что хотел сохранить дедуля Фенер. Так вы все-таки решили. Отлично, я тут же приступаю к работе. Взгляните на мой чертеж. По-моему, я построил большую сцену Нефритового дворца. По нему я построил сцену. Согласно проекту, нам нужно разрушить 2 сцены. И... Не спеши. Мне кажется, нам просто нужно отремонтировать старую сцену, раз проблема была в скрипучем полу. То с него и начнем. А с остальным разберемся позже. Что думаете, господин Люсу? Главное, чтобы представлением не мешало, а дальше пусть госпожа Юнь договаривается с дедулей Фенером. И все? Так мне не нужно строить новую сцену. Мне нравится идея госпожи Юнь. Удачного стрима, спасибо большое. И как раз не придется закупаться дополнительные доски. Мы можем найти их на причале. Тенра, не принесешь ли несколько досок? Я заплачу тебе за все хлопоты. Хорошо. Ну ладно, пора мне браться за работу. Давай. Так, где этот хлопотный? Мне реально за досками нужно будет идти? У меня просто есть. У меня все хорошо. Где? Прямо у этой тетки. Вы не против? Я возьму, мне надо. Извини. Еще только утро, а тебя уже гоняют и хвосты в гриву. Жизнь боль не. Согласен мне. Так и живем. А еще я так хочу пить, что вы не представляете. У меня есть проблема, я утром не ем, не пью после сна. Не могу физически. Вот, поэтому я там умываюсь, чищу зубы. И
мне нужно где-то 1-2 часа, чтобы я смог пить и есть. И я так теперь хочу пить. Потому что я обычно не разговариваю. По утрам особенно. А тут столько говорить и не попить, прям беда. Такая же, ты молодец, значит, мы похожи. Вообще не понимали, как люди что-то лезет с утра пораньше, да? Реально. Ну, не могу, не завтракаю. Типа, даже на работе, когда общаемся, и там бывает, типа, ты, типа, почему ты сейчас заказываешь завтрак? Ты что, дома не завтракаешь? Я говорю, ну вот не ем я дома. Не ем. Цуй-зуй. Цуй-зуй. Ладно. Эти доски подойдут. Начну прямо сейчас. Давай. Прекрасно. Теперь со сценой все в порядке. Кажется, ничего не изменилось. Юноша, ты проделал такой путь от деревни Цинце. Сколько ты хочешь за свой труд? Я думал, тут большая работа. А я всего-то починил несколько досок. Это ерунда. Я еще новичок, и много с вас не возьму. 8000 моры, чтобы 2 дня... Хорошо... Что? Чтобы на 2 дня хороших обеда хватило. Справедливая цена, но у меня только 2000. Ты чё, пес? Что? А что же сразу бесплатно не попросили сделать? В этом весь дедуля Фенир. Рубит надвое, а потом пополам. Сначала сбрасывает половину цены, а потом еще половину от половины. Это называется экономностью. Ох, твой хозяин и правда скряга. Ты всего-то пару досок починил. 2000, а ни одной моры больше. Ну ладно, придется согласиться, раз уж мое первое поручение. А вы не забудьте всем рассказать о мастерской Фаньму. Это я могу обещать. И тебе спасибо, мой юный друг. Я щедро тебя вознагражу. Дай мне 8000. Как насчет того чертежа? Присмотрись внимательнее, за него можно выручить целое состояние. Если не хочешь держать чайный дом, тебе нужно уметь экономить, если хочешь. Госпожа Юнь, ты помогла мне разрешить проблему. Как мне тебя отблагодарить? Не нужно, дедуля Фаньер. Я рада, что смогла помочь. Бобр! Бобр, спасибо. Спасибо за подарочек. Я пришла позвать Синьянь со мной на рок-н-ролл концерт. Рок-н-ролльный концерт. Ах, ты так хочешь, чтобы я тебя прикрыл, пока ты на представлении, верно? Ну зачем же так сразу? Я просто ужасно соскучилась по своей подруге, Синьяне, вот и все. Но если кто-то из труппы будет спрашивать... Да, вы интересуетесь, где была госпожа Юнь, так вот она целый день вышивала с моей Синьянь. Устраивайте такой ответ. Вполне. Значит, договорились. Я играю на Европе. Да, я так и знал, мне дали чертеж. Это в мой домик, да? Использовать. Окей. Сделай пока вентик. Там нужно поговорить. Там не нужно говорить, а там кофе подъедет. Подожди, какой вентик? Ты о каком? Я вообще только вечером нормально ем. Утром максимум кофе, а на работе как-то привыкла не обедать. Серьезно? Блин, а это не очень хорошо. Кушать в течение дня нужно, но не один раз в день. Просто проблемы со здоровьем могут быть. Так, Джей. Жаль. Ранг приключений. Я же сказал 41-й. Ты же про вот это? 41-й. Почему жаль? Мое кофе приедет через 2 минуты, и я буду жить. Приедет кофе через 2 минуты, и я буду жить. Нервный Ани. Точно говорят, что беда не приходит одна. В чем дело?
После того инцидента на церемонии сошествия Мелилиты заполнила все улицы. Весь город охватила тревога. Мы хоть и не закрывались, но... Думаю, тебе известно, что Лиюэ постоянно торгует с другими странами, и тут живет много иноземцев. Они принесли нам процветание, не говоря уже о культурном обмене. Но это происшествие встревожило многих из них. Я, собственно, собирался кого-нибудь послать, чтобы успокоить людей, но как мне в такой обстановке найти кого-то, кто хорош в общении с иностранцами? Постой-ка, путешественница, ты ведь постоянно бываешь в разных уголках мира, верно? Ты точно можешь найти общий язык с представителями разных стран. Могу ли я попросить твоей помощи и успокоить наших заморских гостей? Я сделаю. Спасибо, ты меня сильно выручишь. Ну а мне нужно уладить кое-какие дела. Окей. Так, я на Ази играю. Понятно. Там ивент управлять мобиками. Что? Не туда, стоп, вот сюда же. Нет. Сюда. Да. Я сюжет с самого начала скипал и сейчас скипаю. Ну, такое. Привет. Интересно же, что происходит у них. Турбовихрь. Куда? Первый. Вот это? Ой, прямо гемы дают. Благодаря предыдущему обмену информацией с войсками дружественных стран, рыцари Орда Фавониус начали использовать военные игры. Ой, ко мне приехало кофе. Секунду, пообщайтесь, пока я сейчас вернусь. Ой, секунду. The Brawler говорит, это лучше призыва 7, которые оставили на постоянку. The Brawler говорит, лучше бы это оставили. Аня Мика говорит, кофе. Ня. Черни говорит, кто знает, в обнове 5.3 будет региональный баннер. Аня Мика говорит, я захватила YouTube. Ня. The Brawler говорит, да будет. Натали Фелови говорит, обещали какой-то редис, где сами сможем делать карты и играть с друзьями. Натали Фелови говорит, режим звездочка. Кирару говорит, я тоже тут ня. The Brawler говорит, вчера на стриме было. Натали Фелови говорит, а я захватила Twitch ня. Аня Мика говорит, Кирару ня. Аня Мика говорит, smiling face with hearts. The Brawler говорит, тебе в кайф молча сидеть. Я пил кофе, извините, пожалуйста. Все, я здесь. Я здесь. Так, куда? Мы взяли квест. Где он? Не понял. Мы же взяли квест Оло. Глори скучает по своему возлюбленному. Подожди. Ой, а мы с ней разговаривали.
Наверняка какой-то секрет. Проходила здесь, даю стих этому городу. Кстати, вот это надо будет пройти. Фотографии у нас открылись. Где этот квест? Я не понимаю. Разломы. Передайте Джин поручение от жителей. Угу. Письмо. Отдайте письмо. Я что-то не понимаю или что? Разлом по периметру. 9 мировых колонн. Найдите пропавшего ученого. Поищите вдохновение. Доставьте фотографии. Поговорите с Шарлоттой. Давайте доставим фотографию. Это то, что мы вчера взяли. Я не понял, где квест, который я взял у этого нервного Ани. Ну вот, я ж только что взял у этого чувака, у нервного Ани, который он сказал, типа, успокой жителей. И как бы кого успокаивать-то? Ло. Вместе как-то поиграть не хочешь? Я иногда открываю этот... О! Вот это... Кысыч. Что? Ну что? Ты что? Кысыч пришел, прыгнул мне на плечи и помяучил. Ты чё, Кысыч? Эй, не кусайся, пес. Так. Доставьте фотографию. Я так понимаю, мне нужно открыть... Да не кусайся. Ну уйди, уйди. Собака. Специальная фотокамера, это же она? Как это работает? Сменить? Ой. Доставьте фото клиентам. Мне нужно узнать, у меня есть фотографии или как? Фотокамера. Исследуйте мир. А где фотки? Мне же нужно было по фоткам найти кого-то. Давайте посмотрим. Такой милый невка. Кусыч. Он сейчас смотрит, как я играю. Так. Вот. Изображение фотокамеры. Читать. Так, бабулю мы знаем. И этого собаку мы знаем. Все. Окей. Это собака наверху. Ты со вчерашнего дня непрерывно играешь? Нет, стрим идет 38 минут. Так, Кысыч, тихо. На стол нельзя. Вон туда нам. Куда-то сюда же, где-то здесь же. Я ж только что его видел. Мы с ним квест проходили, алло. Он вон там? Нет. Он в чайном домике был. Я что, с ума схожу? Не, ну он здесь. Сейчас найду. Пир-ГГ и Пир-Архонт. Они используют силу смерти... Что? Так, не спойлерите мне, пожалуйста. Давайте его здесь так... вон он. Вот здесь же, вот он. Нет, это не он. Вот он. Так, мне его сфотопарировать надо или что? С тобой поговорить? Чем могу помочь? Насчет фотокамеры. Ах да, припоминаю. Я обращался в торговую гильдию Фэньюнь с просьбой запечатлеть меня на снимке. Ну как, картина уже готова, дай посмотреть. Правая, неудобно. Не дурно. Спасибо, что принесла мне его. Не за что. Так, и бабулю. Бабулю. Спокойно, Даня, влива квест нервно Аня. Да? Сейчас посмотрим. Так, бабуля. Что стряслось насчет фотокамеры?
Фотокамеры. Ах, да, недавно я заходила в торговую гильдию Фэньюнь и просила их прийти и сфотографировать меня. Так ты принесла мне этот снимок? Спасибо тебе большое. Бабуль так говорит, как будто она вообще в теме. Как будто она еще с детства селфи делала. Оло. Бабуль, ты чё? Ты чё, модная? Бабуля в теме? Бабуля шарит? Чё, какой уже ранг? У меня 41-й. Бабуля шарт. Шарт? Что такое шарт? Я не понимаю. Так, он же здесь? Он здесь. Это ж ты был. Почему на карте показывает, а здесь нет? Куда это только пропал хозяин? О, прошу прощения. Что привело вас в торговую гильдию Фэньюнь, уважаемые? Насчет фотокамеры. Ты уже доставила фотографии их владельцам? Да. Спасибо тебе, спасибо. Прости, пожалуйста, за беспокойство, но у нас дел не в проворот. Точно, за твои труды... вот тебе за труды фотокамера. У меня есть. Но я не могу. Ничего, ты ведь помогла нам, верно? Она не такая уж и дорогая. Это образец, который нам подарили партнеры из Фонтейна. От серийной модели она несколько отличается, но все основные функции в ней есть. Их должно быть более чем достаточно. Но если она тебе понравится, не забудь посоветовать ее своим друзьям и знакомым. Понял? Хитрый. Я тебе что, рекламный баннер? В общем, благодарю тебя за помощь. Прими эту фотокамеру. Прими. У меня есть фотокамера уже. Зачем мне еще одна? У меня... Реально, подождите. Раз. Два. Специальная фотокамера, которая фильтр делает. А это говяная. Развели. Это обновленная камера не, а теперь у тебя их две. Зачем они не? Шарит. Понял. Он самый знаменитый блогер в Лиюэ, стримит свои игрушки. Что? Какие игрушки? Кто? Пустите, пацаны, зажали. Вы чё? Не делайте так больше никогда. О, подруга молодого господина, здравствуйте. Мне очень неловко, но у меня есть к вам просьба. Могу ли я обратиться? О чем ты хочешь попросить? Говори, не стесняйся. У меня есть друг по имени Мунин. Он раньше занимался делами торговой гильдии Фэньюнь. Недавно он задолжал небольшую сумму денег в чайном доме Яньшан, и ему пришлось обратиться за помощью к нашему молодому господину. Молодой господин согласился одолжить деньги без всяких колебаний. Даже о процентах не обмолвился. Ох уж это его великодушие. Не лучшее его качество в торговых делах. «Разве он плохо поступил?» говорит Пайман. Он поступил хорошо, но, видите ли, молодой господин Синцу уехал совершать подвиги, а я слишком занят домашними делами и не могу отлучиться. Теперь я никому не могу доверить это дело. Мой друг сейчас работает в разломе и живет... О, кстати, у нас там квест. И живет там же. Вряд ли вы его с кем-то перепутаете. Разве можно жить в таком месте? Ну, он все-таки специальный представитель департамента по делам граждан в разломе. Конечно, это старая шахта, так что еду, воду и припасы туда приходится доставлять из Лиюэ. На изысканные блюда рассчитывать там и развлечения там рассчитывать не приходится. Жизнь тяжелая, однообразная, зато можно отлично заработать. Но ведь великая героиня Лиюэ... вы ведь великая героиня Лиюэ. Разве кто-то осмелится читать вам Что? Чинить вам препятствия? Чинить? Не понял. Я уверен, что вы справитесь, и если вдруг вас остановят на входе в разлом, ничего страшного, возвращайтесь, и мы что-нибудь придумаем. Я помогу тебе ради Цинцю. Спасибо большое. Не за что. Сын Монолита, привет. Сейчас, секунду. Кошелек с морей. Так, разлом. Он же вот здесь.
Почему карта мне ничего не показывает? Покажи. Карта, не дури. Исследование доставки средств. Да, вот это. Почему он мне не показывает их? Почему у меня здесь не открыт телепорт? Ты что, крейзи? Давайте тогда пройдем через телепорт и потом туда. Если бы она вместо... Если бы она вместо... Он прочитал, было, то понял, что, про что это бабушку... Что? Какой разлом? Я так мимо проходить буду. О, вот это большой квест разломе. Ой, значит, мы в него не пойдем. Значит, я... Стоп, Что такое? Яички. А это что такое? Статуя этой. Тут ничего нету, серьезно? Такое место. Я тогда открою телепорт, и мы пойдем выполнять другой квест. Подождите, вы именно про этот квест, про вернуть деньги? Это большой квест? Доброе утро, хорошего прохождения. Привет, спасибо большое. О, это же эти чуваки из бездны. У него были надписи. Нет? Все. Против Сахарозы не попрешь. Тихо. У-у-у. Морозят собаки. Я помню, как ты только начинал играть. Да, давно это было. Уже 3 месяца прошло. 3 месяца я играю в Genshin Impact. Капец. Так, мне ничего не дали. Я хотел вкусняху, мне ничего не дали. Ну так-то разлом красивый. Нет, я верю, но я хочу Лиюэ, потому что я не хочу сейчас идти в большой квест. В другую локацию, в смысле. Извините, это ваш сундук? Можно пощупать? Потрогать? Чуть-чуть. Умри. Да умри. Спасибо. О, ничего себе. Церемониальный нож инспектора. Гаджеты. Здравствуйте, Тенра. Какой у вас ранг? Здравствуйте, у меня 41 ранг. 41 ранг. Привет. Качаемся потихонечку. Шип-шип фатуется. Не. Шип-шип. Я думал, ты меня шиперишь с ним. Совсем с ума сошла, думал. Такое бывает. Мне уже на самом деле хочется добыть вот этот компас. Где он? Я его поменял. Короче, манштатский компас в Лиюэ, чтобы тут тоже сундуки лутать. Потому что я думал, что я в Манштате прям много залутал, и что остались только скрытные какие-то. А нифига. Ты нажимаешь, и он тебе бах, показывает локацию, типа, все здесь, все тут. Ой, можно к вам зайти? Аника говорит, я дадут квесты тебя весь прохожу. чатик с Максом и перед. Тебе хвати, думаю. Так. Не. Никаких. Руки на стол. Оло. Сундук. Чё за обереги? Лягушка. Это великая лягушка? Аня Мика говорит, а у тебя вроде есть чертеж для лиюэшного компаса, не? Не знаю. Не. Лягушку! Поймал. Пацаны. Тома-то под водой. Я сейчас утону опять.
Так вот. Dead Inside говорит ПЗДЦ. Так, не ругайся, нельзя. Открыли. Все телепорты мы здесь открыли. Получается Кирилл так. говорит, Так, вот эту можно убрать, удалить. Давайте вернемся. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там еще. Кирилл говорит, у тебя примерно очень много сундуков осталось в Монде. Я понимаю. Я понимаю. Так, что мы берем? Надзума. Вот. Вот. Dead Inside говорит, как ранг приключений получить? Проходишь квесты. Ну, любые активности делаешь, у тебя повышается Анника ранг. говорит, нервного Аня сделай. Мгм. Спокойный день в Лиюэ. Да-да-да. Начинаются с «Успокойте Фреки и ее брата». Все, сейчас буду В успокаивать. журнале так должно быть написано. Бегу-бегу. На Талифелове говорит, в Монде можно на острове квест сделать. Да, мне говорили про него, про секретный этот. Сделаем потом. Так, Фрекки и Гэри. Сестренка, давай просто вернемся в Манштадт. Ёлки-палки, просто не нужно снова есть те потроха. Их еда не устраивает. Джунюань, подожди. Стоп. И все будет нормально. Они типа манштадтцы. Но почему чувака зовут Джун Юань? Это косяк. У него не должно быть такое имя, у него должно быть манштадтское имя, живеть. Нет? Да не в этом дело. Не, это мой косяк. Все, это же Гэри, точно. Да не в этом дело. Ну, немного и в этом, но главное, что случилось на церемонии сошествия. Ты только подумай, это ведь что-то вроде крупных церемоний в честь Барбатоса в нашей церкви. Если такое произошло на церемонии, значит Лиюэ очень опасное место. Скорее возвращайся в Манштадт. Возвращаемся. Здесь не опаснее, чем в Манштадте. Слышишь, Гэри, на Манштадт напал ужас бури, и Орда Фавонил все-таки с ним справились, верно? Так что давай. Эй, да ты ведь почетный рыцарь. Я слышала о тебе. Это ты вместе с рыцарями справился с ужасом бури. Вот видишь, Гэри, даже почетный рыцарь здесь, в Лиюэ, бояться нам нечего. Кроме того, наше кулинарное путешествие лишь началось. Нельзя просто взять и прекратить его. Может быть и так. Но что, если в Лиюэ одни ужасы, вроде тех потрохов... это он про еду в заведении. Джунюань. Блин, на самом деле, вот Гэри это я. Я не ем всякое вот такое, всякие вот эти потроха, я вот не могу это понять. Если готовлю себе что-то, что это что-то такое вкусное, красивое. Если это будет что-то в виде потрохов, я не буду это есть. Прям вот я такой же. Что ты, в Лиюэ еще много знаменитых блюд. Ты обязательно найдешь что-нибудь себе по вкусу. Думаю, тебе понравятся нефритовые мешочки. Пойдем съедим по порции. Но теперь, когда в Лиюэ в таком положении, как нам найти того, кто для нас приготовить? Я могу. Правда? И я не подозревала, что наш почетный рыцарь может все. Ты лучшая? Давай, Гэри, выше нос. Наше кулинарное путешествие так просто не кончится. А у меня уже есть вроде. Так, Фреки. Ты смогла найти нефритовые мешочки? Да, вот они. Ух ты, Гэри, только посмотри, тебе точно понравится. Ты уверена? Ладно, я попробую, пахнет очень вкусно. Похоже, Гэри временно выпал из реальности. Думаю, вряд ли ему еще скоро захочется в Манштадт. Спасибо, почетный рыцарь. Наше кулинарное путешествие все-таки продолжается. Вы молодцы. А квесты недоступны для этого ранга приключений. Что? Я не совсем понимаю Dead Inside. Макс, спасибо за подарочек, привет. Доброе утро, как дела, что делаешь? Привет, проходим квесты в Лиюэ. Карта не любишь? Нет, не очень, на самом деле. Я больше вот прям такую обычную еду ем.
И не могу к казы привыкнуть. Тоже казы не ем. Меня все знакомые за это осуждают, но ничего не могу с собой поделать. Мне на вкус не очень заходит. Так, как мне реагировать на то, что моя подруга с 20 рангом называет Натлан карта Арарона? Я не понимаю. Всем приветики, приветики. Да, Макс, спасибо за подарочек. А холодец ем. Если не хватает ранга для квестов, нужно делать дейлики. Вот. Собирать сундучки и фармить артерии. Вот тебе ответ. Осуждаю заказы. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Иванович. Иванович, какие ваши доказательства? Я должен же быть другой выход. С тобой все в порядке? Со мной? Ты о последних событиях в Лиюэ. Меня это как-то не беспокоит. Но вот люди в Снежной, которые... спасибо за подарочек. Которые поставляли мне товары и время от времени покупали карляпис, очень взволнованы. Я говорил им, что в Лиюэ нет никаких проблем, но они все равно собираются вернуться лишь через несколько месяцев, и тем временем будут следить за ситуацией. К счастью, я успел закупить несколько партий товара, и некоторое время продержусь, но я воспользуюсь этой возможностью и запасусь карляписом. Мне нужно разложить товар. Ой, прошу прощения, можно я попью? Мне нужно разложить товар. Ты не могла бы спросить у Болая, нет ли у него на продажу карляписа? Хорошо. Благодарю. Ну, пойдем к Балаю. В смысле, ты Балай? Почему у меня квест здесь же показывается? Иванович. Балай это... он ниже, все, я вижу. Чуть дельфинчиком не нырнула. Да, он ниже, я увидел. Я начал привыкать к стрелочкам. Балай, в такие-то времена у тебя есть настроение прохаживаться по магазинам? Ты ж торговец, ты что несешь, дурной? Меня прислал Иванович. Тот иностранный торговец, который держит магазин в порту. Ему нужен мой карляпис. Ладно, зачем я буду отказывать? Тем более сделка сама идет в руки. У меня как раз готова партия карляписа. Клиент от нее отказался, посчитав гамень Лиюэ небезопасной. Если Иванович желает купить партию... Если желает эту партию купить, я буду только рад. Так ему и передай, а я подготовлю товар. Давай. Папа? Тут же, это же подъем. Все равно быстрее. Что ответил Балай? Он сказал, что подготовит товар. Отлично, этому господину можно доверять. Когда мои робкие партнеры вернутся в Лиюэ, я сделаю целое состояние. Вот, правильно. Не вешай нос. Так, куда мы идем? Пойдемте. Ну, потому что бизнес есть бизнес, надо работать по-любому. Это одна из трудностей бизнеса, когда ты начинаешь бизнес. Не опускать руки, когда вот такие проблемы есть, они в любом случае будут. И нужно двигаться и идти дальше. ТикТок заработал. Он иногда провисает. Иногда он не возвращает сообщения, он прям зависает. А потом отвисает и все возвращает, как дурачок. Но, по крайней мере, хоть что-то. Котик! Ты что тут делаешь? Го дружить. Косыч. Рыжий кот. Мя. Ладно. Ацко. Ты из Инадзумы. Ой, что же мне делать? Живи долго и процветай. Ах, нет, нужно... Привет, правильно? Я все никак не освою местные приветствия. В Лиюэ все не так, как в Инадзуме. Ты из Инадзумы? Что тут делаешь?
Я всегда хотела посмотреть мир, но у меня дома, как это сказать, напряжение, опасность. Многим не удается пройти многочисленные проверки комиссии Кандзю, чтобы даже выехать из страны. Чего уж говорить о кругосветном путешествии. Поэтому я сколотила деревянный плот и тайком выплыла в Лиуэ. Я хотела наняться на корабль матросом, но не знаю, как здесь искать работу. Похоже, в Лиуэ стряслось что-то серьезное, местные жители выглядят весьма напряженными. Вряд ли здесь кто-нибудь даст мне иностранке работу. Что ты умеешь? Дома я всегда помогала в семейной лавке. У меня хорошо получается доставлять товары, но я всегда хотела стать моряком. Что? Ты поможешь мне найти работу? Спасибо, в Лиуэ не без добрых людей. Ах да, к поиску работы я уже немного подготовилась, расспросив людей в округе. Мне сказали, чтобы найти стабильную работу, нужно подойти к... У меня тут записано, дай глянуть. Нашла. Так вот, нужно пойти к управляющему Куаню, клерку Джао или нервному Аню. Запись-то я записала, но местных правил общения не знаю, поэтому никому из этих людей я еще не ходила. Если у тебя есть желание помочь, можешь помочь мне их расспросить? Надеюсь, они дадут мне работу. Я сделаю это. Спасибо. Спасибо. Так, это же имя. Ну да, это я. Для меня теперь все рыжие котики это тенры. Алло. В Геншине надо, как в Стрей, делать механику с котами. Ну, дадут тебе, не переживай. Спасибо за подарочек, сын Нарит. Так, кто ближе? 80-200, пойдемте вон туда. Ща найдем матери работу, а то сидит бездельничает. Куда? Ой, к бабуле. Не бабуле, к дедуле. К мужикуле. Управляющий Куань. Эх, почему уведомление еще не пришло? Насчет работы. Ты ищешь работу? Ничем не могу помочь. Департамент по делам граждан закрыл разлом. В кузнице Черногория все работы тоже были остановлены. У нас тут уже целая толпа народа, которая ради куска хлеба перебивается подработками. Новые работники нам пока не нужны. Что же будет делать департамент по делам граждан, если все эти сотни людей выйдут на улицы искать работу? Будет беда. Так, кто ближе? 100. Тут почему не показывают? Вот это ближе. Полетели. Я каждый раз в вопросах пишу «разрешить гладить котиков не». Вот, это ты правильно, я поддерживаю. Спасибо, Эдвард. Стоп. Как все прошло? Расскажи про Ацку. Ты о той девушке из Нанадзумы, которая спрашивала о работе. Я ее запомнил. У меня, к сожалению, подходящей работы для нее нет. Сама понимаешь, для работы с формами и данными мне нужен кто-нибудь опытный. Даже если департамент по делам граждан пришлет сюда своего клерка, нам все равно придется ее обучать. Его обучать. Иначе от работы будет больше вреда, чем пользы. Вот это жиза, такая жиза. А в эти времена я тем более не стану рисковать, нанимая новичка. Прости, но с работой я помочь ей не могу. Спасибо за подарочек, спасибо большое. Спасибо, что за рейд? Спасибо. Дал мне чили пеппер и молока. Спасибо. Сожрал остренького, а потом запил молоком. Так и живем. Привет, подскажи, пожалуйста, с какого устройства играешь? Я играю с компа. Клерк. Это не закрыто. И это не закрыто. С этой опять отсрочка. Спасибо большое, сын Монолита. Мне с этими формами бегать за ними, что ли? В чем дело? Да ни в чем. У меня тут целая куча форм, которые никто не хочет заполнять. А если их отдавать прямо в руки, так все тут же просят отсрочку. Макс, спасибо за подарочек.
У меня сейчас полно других дел, не говоря уже о том, что случилось в Лиюэ, времени ходить за ними и подгонять у меня нет. Департамент по делам граждан выделить работников не может. Эти формы стали моей головной болью. Нужны ли для этого какие-нибудь особые умения? Вовсе нет. Все требования и сроки я уже расписала в таблице. Осталось только отнести формы кому следует. Если формы будут доставлены, то они... Но они закрывать их не пожелают, либо попросят об отсрочке, и работа не будет выполнена в срок. Тогда пусть они объясняются перед департаментом по делам граждан. Ты хочешь помочь? Или знаешь кого-нибудь, кто поможет мне? Меня устраивает оба варианта. Я знаю кое-кого, кто может помочь. Прошу прощения. Отлично, отправь этого человека ко мне. Чем скорее эти формы будут закрыты, тем лучше. Окей. Пока что квесты Лиюэ мне вообще не нравятся. Я сейчас пройду еще парочку. Если будет все в этом же духе, то я не буду их проходить. Потому что они однообразные и все выглядят как «принеси-подай, не мешай». Истории тут толком нету. Посредственная история о том, что девушка приехала из Надзумы, сбежала, вообще не очень. Я их пройду в любом случае, полностью все. Имеется в виду на стримах, тратить время на вот такие неинтересные истории вообще не вижу смысла. Всем привет, Смайлов. Что они сказали? У клерка Джао есть для тебя работа. Замечательно! Что нужно делать? Закрывать формы? Никогда о таком не слышала. В Лиюэ все не так, как в Инадзуме. Но какая бы эта работа ни была, я буду стараться изо всех сил. Спасибо тебе. Я сперва подготовлюсь, а затем пойду на работу. Я наконец-то могу сделать первый шаг в новую жизнь. Типа того. Блин, ты не представляешь даже, как приятно выпить... Что? Сделать чай, печеньки, укутаться в одеяло и смотреть твои стримы. Ты, я так понимаю, болеешь. Поправляйся. Я надеюсь, ты... О! Кто чихнул? Он сейчас меня заразит. Я тоже буду болеть. Поправляйся. Начиная с Лиюэ, квесты с историями довольно большие и выделены голубыми цветом в журнале. Вот это. Понял. Просто вот эти я тоже хочу выполнять, но немножко обидно, что они глупые, неинтересные. Так, ну-ка. Какова моя репутация? Да, 19, то есть здесь 60 квестов. 20 мы, грубо говоря, уже сделали. Так, улыбочку. На сцене и за кулисами. Вот. Нам остается еще 40. Я думаю, что большинство из них я выполню... вне стрима. Потому что, тратить время стрима на такие квесты вообще не камильфо. Я тогда сейчас пойду по большому квесту. Простите. Да, все еще болею. Да, ты вроде давно писала, что болеешь. Ты как-то прям долго, это нехорошо. Ну что? Красиво. Ну что, нервный Ань. Ну как? Дело сделано? Да. Спасибо. Остальным я займусь сам. Кроме работы с чужеземцами, департамент по делам граждан Лиюэ также успокаивает горожан. За результат поручиться не могу, но в такие времена нужно делать все, что возможно. Это тебе в знак благодарности. Если ты тоже иноземная гостья, то визит твой пришелся на неуместное время. Надеюсь, скоро все утрясется. Да он жив, не переживай. Это все подстава. Тебя развели. Так, все, я не беру новые квесты. Я иду куда? Ой. Я иду туда. Вот сюда. Все, мы идем в разлом. Мы не хотели, а мы пошли. А часть квестов в виде загадок в разных локациях. Нет, загадки я люблю, загадки прикольно. Это мы порешаем.
Я не люблю бессмысленные квесты в виде принеси, подай, отойди подальше, не мешай. Вот. Так, давайте сделаю вот так. Апа-папа. Нет, 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 нет. Я не то хотел. Кирору говорит аи, оно сора. Оно сора. Ой, оно сора. Да. Ой, я Алла записку говорит, нашел. просто болячка жесткая такая, еле вычухиваюсь. Понятно. Поправляйся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Опа. Ты что, дурная? У Чиори тоже уже это, она с ума сходит. Что за пещера, что за дырочка? Какая На Телефилове большая. говорит, там нормальная дорожка есть. Не читере. Я не читерю, я летаю. Игра позволяет. Эскавизард говорит Еказатина. Йокосо. Так. Алла говорит Не спасибо. кричи. Так. Ну, вот, Аня Мика говорит, он любит ломать Геншин. Ня. ну, чуть-чуть. Ты хочешь ломать его? Ломать его полностью. У меня все больше и больше... Эскавизард говорит, Что давненько такое? что-то меня не было. Да. Все больше и больше. Спасибо. Спасибо. Что происходит? Я границы? Давай не Мика пойдем говорит туда. Прямо полностью 9. Я как-то пошел неправильно все-таки, да? Да все, Пайман, не дури. Сын Монолита, спасибо. Прям полностью 9? Ты о чем? Аня Мика говорит, ты за границу карты ползешь. Да, я увидел. Кирору говорит, хожу я хочу по Тиевату, и вижу, как по кругу бегают 3 хиличурла, друг за другом паровозиком. Думаю, почему нет? Пойду присоединяюсь. А они расисты и не принимают в свои игры ни хиличурлов фейс-депрессии. Ой, они этот... Ну да, осуждаю их за это. Как можно было тебя не принять? Я как-то тоже видел, пацаны танцевали, я такой, о, пацаны, давайте вместе, а они потом на меня напали. Такие агрессивные, такие недружелюбные, фу, такими быть. Так, еще я здесь вижу сверху геокол. Ух ты, цветочек. На Талифелове говорит, вот тут есть загадка. Здесь есть Аня Мика загадка? говорит, интересно, когда ты испытаньки будешь делать? Какие? Ня. А, испытания? Я вот сейчас после этого Эскавизор стрима говорит, сразу как же дела? пройду карточный квест. Все нормально. Как твои дела? Вот. Тихо. Опа. Я как вертолет. Кирору говорит, да я им хотела объяснить, тип вот пацаны, я за любой движ, я вас Ну. бить не буду, но они у себя на уме. О, понятно все. Сын Монолита говорит, они злые, потому что комплекс у них из-за роста. Так, все тихо. Почему игра меня булит, я не понял. Зацепись! Зацепись! Пацаны, сорян. Что-то я вообще не так сделал, и оно сработало. Я что-то не понял. Я не виноват. Сама игра так сделала. Меня что-то туда вертело, сюда вертело, Аня непонятно. Мика говорит, только поинтересовалась, и ты их начал делать, ня. Это была загадка? Ну, я понял, что нужно было... Ух! Ты что? Пацан... Нет! Вот это меня подставили. Вот это меня подставили. Вот за... Сранцы. Так, давайте сделаем как? Быстрая смена.
Усер Камера мне говорит, а нафиг ты не уже нужна. Синьеру побеждал? Нет. На Не Талифелове спойлерите. говорит, в башенках есть геопечати, их активировать нужно. Аня Мика говорит, Дямс, не они в каждом регионе есть, а ты все время мимо них гуляешь, ня. Нет еды. У меня Нетти нет еды? говорит, черти пляшут, звездочка. Эскервизор говорит, я не знаю, как оно работает, еле хочешь знать, смотри все эти чертежи. Подожди, снять. Быстрое. Сухпайок. Все. Вот. Теперь еда. Мы сейчас возьмем и накормим Чоури. Блин, у нас хила нет, это так неудобно. Меня все обижают. Усер говорит, какая крутка до деди. 60... Подожди. 72 крутки у меня сделано. Никки говорит, а почему оно не все показывает? А то отдельное, и черти пляшут, и непонятно. Что? В смысле? У тебя экран не показывает? Подожди. У меня сколько здесь пикселей? Давайте посмотрим. Ты. 90 пикселей. Ну, я могу на 100 сдвинуть, но это прям уже далеко будет. У тебя, видать, телефон Киру более говорит, тебе квадратный. нужен Чжунли, чтоб твою девочку не обижали Face with Hearts. Ну, я понимаю. Эскервизард говорит, куда идете? Мы идем Эскервизард выполнять говорит. квест. Квест в разломе. Какой-то квест. Все меня пугают, Никки что он говорит, страшный. Мини, я про сообщения не все высвечивают. Нет, смотри, если твое сообщение не высвечивается, значит, ТикТок его забанил. Это я уже не виноват, к сожалению. Тут ТикТок забанил. Так что, если вы не видите в списке вот в этом слева на экране своего сообщения, значит, ТикТок его забанил. Изредка еще YouTube может банить сообщения, но он прям редко это делает. Но там модератор, если что, может его одобрить. А в ТикТоке таких механик нет, он просто банит и все. Ты ничего с этим не поделаешь. Так. Где-то я здесь снизу еще сундук видел. Эскервизард говорит разломе. Угу. Ну, удачи, Скол. В смысле? Анна Чего вы Мика меня все говорит, пугаете? Если соскучишься по Монду, скрытый квестик на тайном острове тебя ждет Face with Hounds. Да, я понял. Ня. Вставай, собака. А что эта собака не встает? Вставай! Серьезно, они по лестнице спускаются? Ты чё? Ой, я сундук открыл нечаянно. Никки говорит отдельные. Черти пляшут, не блочит, а историю, как я их встретила, блочит. Да. Такое бывает. Он самые обычные слова. Он может даже... Эскервизард говорит, его закопало в гору, не видишь. Его даже ты можешь написать слово «ты». Типа, как ты поживаешь? Он может забанить, потому что там есть «ты», и после него слома. Он думает, что это оскорбление. Короче, у ТикТока там свои приколы. Поэтому, если хочешь писать без проблем, тебе лучше на ютубчике, либо на Twitch, либо на Трова, там как хочешь. Там можно без проблем читать. И там можно смотреть в полный экран, без всяких проблем. Нельзя совершить действие во время боя. Талифелове Какого говорит, боя? видел, в башне на полу знак Геа нарисован. Зажги их Геа-атаки. Сейчас. Бог спустился на Эскервизард землю. говорит Пипио. Сейчас, секунду. Бог спустился на землю и основал Лиюэ. Подвиг первых поселенцев увековечился 5 печатями в павильонах, которые подпирают небосвод. Чтобы найти сокровища, потомки, исполнившие благодарностью за сей подвиг, должны пройти по следам древних. На этой каменной плите написано, что рядом с печатями нужно использовать гео. Согласно плите, таких печатей всего 5. Давай как следует осмотрим округу. Вот Пайман и сказала. Так, вот гео. Это же геопечать? Есть. Вон там еще вижу. Вот здесь. Блин, у нее такого КД, конечно, долгое. Давай.
Так, я вас включу назад. Дядька с классным голосом, я пошла искать ваш твич. Давай, просто напиши Тенра. Меня забыли в ТикТоке, где я ремембер. ТикТок не показывал мои сообщения, где я ремембер, поэтому пришел сюда. Не. Ты молодец? Не. Одобряю? Не. Прям умничка? Не. Так, 2 есть. А-ба-ба. Арарагонин говорит, а теперь история про черти пляшут. Так, вот это загадка этого места. Понял. Ну, сейчас найти. То есть еще 3 символа найти, зажечь их. Я так понимаю, вот тут где-нибудь. Зорик говорит, спасибо, ня Тенреня. Вот. Что это? Что произошло? Азизо говорит, привет. Привет. Эскрвизард говорит, ага. Азизо говорит, давно стрим идет. Стрим идет час 20 минут. Усер говорит, ня Тенреня, ты не лучший, ня. Спасибо, не. Так, 3, еще 2. Аня Мика говорит, Еще да-да-да. 2. Исследуем печати стенройня. Да. Эскрвизард говорит, я уже сам не помню где, если честно. Да я найду, не переживай. Подожди, а может ты встанешь, если я зажгу вот это? Вставай, собака. Ты обосрался или что? Ой, сыкло, боится. Ты с кем дерешься, дурной? Ладно, Зорик пойдемте говорит, наверх. Тенра, кстати, а где слайм ранчер? Фачери драпи и ес, уже не. Опа-па. Ах ты, слышишь ты, собака, я тебя не хотел же убивать. Ну все, сам виноват. Слайм Ранчер, мы первую часть прошли, вторую часть... Полезла в Сумеру и увидела, как хилики по кругу стоят и танцуют. И я подруге начала кружки записывать со словами «Смотри, точка, смотри». Черти пляшут. Кирару говорит, робот отдыхает. Вот. Что ты до него докопался. Да я хочу с ним пообщаться нормально, чё он? Так вот, Слайм Ранчер 2, он лагучий, там Усер кривой говорит, порт ты на к нему ПК, по-хорошему, а он к тебе. поэтому, ну, я дождусь, пока я куплю себе его на плойку и буду стримить с плойки, поэтому Эскрвизард как-то говорит, так. его же закопало в горе, там нету плеча, посмотри. Да я вижу, но это разве проблема? Привет, пацаны. У вас есть кругляш? А, у вас есть сундук, ну давайте. Давайте пообщаемся. Так, можно и вот так вот сделать? Ой-ой-ой, я анимацию Кирару пропустил, ну говорит, что? нормально пообщаться и сидит перед ним, мечом махает. Я ребенок 90-х, поэтому это нормально. Блин, что-то упало. Так, вон там зажжена печать, да? Да. Там мы были. Мы же хотели наверх. Мы идем наверх. Нам нужно еще 2 печати. Вот здесь мы Арарагонин прошлись. говорит, пускай радуется, что мечом, а не крапивой. А, вот еще какая-то штука. Это связанная вещь? Усер говорит, страж интроверт, он не хочет общаться. Ну я тоже интроверт, Азиза давай не говорит, общаться какой ранг? вместе. 41-й. Кирару говорит, я не хочу тебя на улице встретить, А, не папа. дай бог мечом махать будешь. Так, тут мы нашли Аня Мика призрака. говорит, это испытание было. Что? Не понял. Так, это мы зажгли. Аня Мика говорит, ты его прошел, когда криво летал. Арарагомин Чего? говорит, а я наоборот хочу, вдруг мечом махать будет. Зорик говорит, в мое время на канале Тенры был еще Слайм Ранчер 1, где его булил Мюровый гордый, и ему всегда не хватало куриц. Да, Ня. это была беда. Фирус говорит, Алды в привет. чате, привет. Я что-то не вижу или я что-то... О, я что-то вижу. Здрасте. Ты что, хотел спрятаться от меня, пес? Спасибо, Арарагонин сын. говорит, а я бобра хочу ручного. Зачем? Чтобы кричать бобр? Так. Я думаю, они тогда внизу, раз мы вверху тут все прошерстили, как будто бы. Киса говорит, привет.
Давно Привет. в Genshin играешь? Уже 3-й месяц Кирору говорит, в мое внезапно. время Тенра делал аквариум селедки и в VR падал в воду. Да, это прям вообще алды, Арарагонин алды. говорит, у них хвосты забавные. Так, раздуй его. Куда ты бьешь в камень? Алло, мать, ты чё, дурная совсем? Ой, ты даешь, конечно. I am Меркулик говорит привет. Привет. Здрасте. Зорик У. говорит, кстати, Тенра, ты не прошел, наверное, Слайм Ранчер 1. Ты, наверное, прошел только сюжет, если у тебя были титры. Да, я прошел только до титров. Я знаю, что там еще можно, там есть разные квесты, но прошел то, что I am прошел. Меркулик говорит, чем занимаешься. Мы идем в разлом. Я буду первый раз И смотреть говорит, у разлом. нас разница прихода в Геншин месяц, я в шоке. Серьезно? А у тебя там уже миллионный уровень, да, на ней, наверное? Ты уже вкачала все, что можно было вкачать, ходишь модная, красивая, да? О, ты что там сидишь? Усер говорит, какая сюжетка у тебя уже. У меня сейчас я влию в Инадзуме. Отдайте сундук. Но мы вернулись Зорик в Ильё, говорит, чтобы там пройти есть побочные еще квесты. побочные НПС, там Моти Майлз, Огден Артист. и Да, другие. я знаю. Я когда играл давно-давно, я там проходил, там были гонки у девушки. Можно открывать. Ну, то есть, это уже такие активности дополнительные. А опусти. Зизо говорит, ты открыл Инадзу. Да, я открыл на зум. Давай. Ты такой, вот эти маги со своими щитами. С него выпали ветки артерии земли? Серьезно? Это так работает? Я думал, только с артерии И можно говорит собрать. 55, Smiling Face with Sunglasses, и я мальчик. Ты молодец. Фирус Одобряю. говорит, сюжетка будет. Усиль говорит, я будет. Элита и Райден Канон. Просто мы тут хотим найти еще 2 этих. Скажу. 2 геознака. И нам откроется секретик. Но я что-то не понимаю, где он. Где ты? Я не думаю, что он вон туда мне надо бежать. Эскервизард говорит, ну в разломе интересно, мне понравилось, если честно. Да? Ну вот, классно. Арарагомин говорит, подтверждаю сообщение Мро Райдер и Яэ. Натали Фелови говорит, они в башнях, печати в башнях. Только в башне? Усер говорит, эти геознаки должны быть рядом с друг другом. Ладно. Зорик говорит, самое для меня бесячее это бегать с пушкой Вот, за это крупными есть. слаймами под ощущениями, будто ты разбил градусник. Аня Мика говорит, а напротив самой таблички ты зажег. Да. Ня. Это был первый, который я зажег. Не. Киреру говорит, ветки артерии это ресурс для прокачки. Я знаю. Он с тех артерий не падает. Серьезно? Эскервизард думал, это говорит, так там работает. будет еще сюжет в разломе. Окей. Давай. Так, ладно, все, не дурим. Потихоньку, осторожненько. Так, Аня Мика говорит, там 2 точки ты левый зажег, а центральный вроде нет. Ня. что ты Санах говорит, наговариваешь? жизнь как жду Клариндочку. Кто такая Клариндочка? Раз, Санах говорит, раз, не два, могу уже. 3, 4. Подождите, Или я же говорит, все зажег. загадка на 5 минут, тем временем ты. Эскервизард Нет, говорит, подождите. Так, что насмотреться на сюжет успеешь. Спасибо Зорик за говорит, подарочек. точнее второй. Я все Зорик зажег. говорит, Тенра, когда Слайм Ранчер 1. Ой, я уже его говорит, проходил. что за тигр играет за эту тяночку. Фирус Смотрите, говорит, Тенра раз, сам делает два. звуки заползания. 3. Усер говорит, привет, красотка, может познакомимся, Рози. Да, Натали Феллови блин. говорит, попробуй факел зажечь. Я зажег. Аня Мика говорит, вот прямо напротив ня. Так я Кира там говорит, у зажигал. меня тут в задании написана последняя глава. Но мое чутье подсказывает, что это большой Так. обман. Здесь что-нибудь можно? Мику Нет. говорит, 1 не зажег. Смотрите. Зорик говорит, я ошибся. Тенра, Вот, когда раз. Слайм Ранчер 2. 2, вот. Здесь же он зажженный.
На там Талифелове яйца. говорит, а табличку еще Вот оно, почитать. все. Не. Простите, там лежат яйца, они по цвету как будто Фирус зажженное говорит, это. ладненько. Удачи, я пошел фейсблоинг и кис. Давай, пока-пока. Все, простите, Арагонен чат. говорит ПХ-ПХ. Тихо. Усер говорит яйца. Угу. Кофейко. Так, Усер говорит ура. Аня Мика говорит, вот не слушаешь тетю Мику. так, тихо а я там. тебе добра бобра желаю. Не надо мне бобра. А то я буду Рентекс кричать бобр. говорит это гле. Все? Арагонен 40 говорит, примагемов? «Делай яйца. Ничего себе. Эскрвизард говорит, роскошный сундук. Все, идем по квесту. Вон туда. Да что ты меня булишь, играя? Ну, блин, понастроили там всякой фигни, блин. Не пролезть. Рентекс говорит, это где? Это Аня Мика говорит, вот здесь. бобр ДРБР. озеро Цинсю. Вот Эндрюс Лиуэ, говорит, и вот всем приветище. щук сюда. Приветище. Здрасте. Ты это... Уже час 30 прошел, так что... Если интересно, добро пожаловать в запись. Мы там открыли для себя, что Лиуэ нам не нравится в очередной раз. Что нам не нравятся квесты в Лиуэ. Вот. Зорик говорит, представляю у Тенра бобра, и ему падает лего вместо леги, он будет кричать. Бобор. Что? Аня Мика говорит, Это персонаж, в «Эндрюс, смысле? здравствуйте». Нет. Я Усер дерево говорит, бил, у если меня что. Геншин только с летом ассоциируется почему-то это. Ох, давайте разберемся, вас так много. Го подружимся. Эскрвизард говорит, да, О, почему? спасите. О, как хорошо было. Чиназес говорит, приветик. Здрасте. Как дела, родной? Все нормально, как ваши дела? Так, короче. Слышишь, ты собака. Так, мне сказали сначала убивать мелких, потому что они хилят под... Ой, не этих мелких. Зорик говорит, на Тенру монстры идут, а он дерево бьет. Ну, потому что мне надо было. Усер говорит, ваты шагатеис. А, Сахароза! Усер говорит, Умерла! Вот ты засранец. Так, не бей огнем ее. Фирус говорит, кстати, Тенра. Мне нужен крути хил. Мавуйку и Арликина в 5.3. Хорошо? Посмотрим. Чиназес говорит, да вообще дела зашибись, но по биологии за четверть 9, а хотелось бы 9. Усер говорит, «Мстец Четверть за 9, а сахарка». хотелось бы 9. Что? Чиназес говорит, ой 8. А, Мику говорит, я жду Я Мавуйку отомстил. и Сетлали. 240 молитв и 20 откручено, надеюсь, еще и на Шаньхэ хватит. давайте поменяем отряд. Я не могу, мне Усер надо Барбару говорит, добавить прикольно. в отряд, потому что меня Чиназес обижают. говорит, ой 8. Опа-па. Усер говорит, зачем тебе хил, если ты выбьешь деда? А если Или, выбью, говорит то Тенра, да. признайся честно, будешь крутить Мавуйку. Я не знаю, я еще даже не видел ее. Откроешь, и куки можно качать. Окей. Я еще не видел Мавуйку. Все про нее говорят, но я так и не посмотрел, кто это, как она выглядит, Эскрвизард поэтому говорит, пока ничего не бабаба скажу. фейс вис терс оф джайфорс вис терс оф джой. Алла говорит, ладно, мне уже в больницу пора. Давай. Удачи тебе, хорошего настроения. Давай, выздоравливай. Эсков котятка говорит, я не забыл про скин. Честно, я над дизайном думаю. Хорошо. Тукам БРР говорит, Мавуйка моя жена. Понял. Значит, заберу На себе. Талифелове Будет говорит, моя. иди по дорожке. Ой, а тут... Усер говорит, у Мавуйки физика на 5-й тачакене. Дай. Пацаны, Зорик все, я говорит, ухожу. жаль, что Тенра Хотя- не новичок, можно было сказать, что когда персонаж умирает, надо выбивать такого же еще раз. Нет. Ты че, офигел? Так нельзя поступать со Эсков мной. котятка говорит, я тебе его на скетчу и в ТГ скину. Аке. Окей. Так. Мне надо было Чиназес явно по говорит, тропинке чего идти. перца А, по вот включаешь? этой тропинке, да? Мику говорит, лучше Фурину выбить. Хил постоянный. Это как? В смысле Артем Писи постоянно? говорит, у тебя есть Аяка. А яка вроде нету. Подожди, ты меня что-то баламутил. У меня есть Чиори, Дейхя, Барбара, Усер говорит, Сахароза. фунт в пикме. Фишель.
Фирус Я. говорит, Мавуика ходит в Нахида. латексе. Линет. Усер говорит, ой, фури Хейдзеру. пикми. Дори. Шинобу. Яо-Яо. Мона. Эй, говорит Мавуика. Наэль. Байкерша в латексом Гору. костюме с трясущимися глазами. Кея. Понял. На Розария. Тлефилове говорит, Фурина Арарон. лучшая девочка. Сара. Сетос. Эсков котятка Лиза. говорит, ты говорил его типа Кали. херобриным сделать. Да. Кандаки. Синцю. Эсквизард говорит, Шеврёс. Мавуика пира архонта. Тома. Яньфэй. Сянлин. Эмбер. И Камин. Нет, нету. Хотя я вроде слышал. Да, нам вот сюда. Тут пацаны как раз стояли, эти охранники. Мы с ними уже разговаривали. Лисенок говорит, Неву крутинах Джуна. Бум. Эсков котятка всё, они уже не говорит, говорят с много нами. персов. Много, да. Вот, теперь мы сюда законно попали. Потому что в прошлый раз мы сюда Фирус заходили говорит, Фары с первозданным огнем. не совсем законно. Зорик говорит, кстати, да, Фурина будет лучше, смотри, она ультой бафает, а заряженной атакой меняет режим. Есть один режим, где она спавнит 3 монстриков, которые атакуют врагов, а есть светлый режим, который хилит. Прикольно. Не. Все, чатик, я вас Усер говорит, выключаю. Чжун ли полезная чичич. Давайте. Эсков котятка говорит, я походу начну сидеть на стримах по Геншу. Потому что классно же, да? Так, они как качать, когда-нибудь тебе выпадет джин, хороший массовый хил, да еще и полезный для команды артефакты носит. Окей. 10 ящиков мяса, 9 ящиков овощей, дрова для миллилитов, 3 ящика минералов отправить на склад зала Хуэшань в обмен на запасные части для инструментов. И еще... Здравствуйте! Здравствуйте, извините, что заставил себя ждать. Ты, наверное, заболел? Я пытаюсь заболеть. У меня горло першит очень. Чем могу быть полезен? Это вы. Что? Мы разве знакомы? Кто же не знает о великой героине, спасшей Лиюэ? Вы наверняка пришли по важному делу. Я не сомневаюсь, что у вас есть разрешение госпожи Кэцин. Как сказать? Нет. Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Вы ведь хорошо знакомы с госпожой Нингуан. Ее разрешение имеет еще больший вес. Позвольте взглянуть на него. Нету у нас. И разрешения у нас тоже нету. Что ж, тогда, наверное, вам дал разрешение господин Опора Небес, что предпочитает уединенный образ жизни, но понимает нужды людей и заботится об их благополучии. Ну, возможно. Позволь мне взглянуть на разрешение. Понятно, этого разрешения у вас тоже нет. Госпожа Гуань Юй непосредственно отвечает за террасу Юйцзинь и помогает Цисин. Ее мнение всегда полностью совпадает с мнением Цисин. Должно быть, у вас есть ее разрешение. И как мы не додумались пойти к Гуань Юй за разрешением? Могу сбегать за ней за разрешением прямо сейчас. Молчание. Ох, что же вы выбрали не лучшее время для посещения разлома. Департамент по делам граждан сейчас занимается устранением угрозы. Здесь все еще опасно. Если вы Это кто? Ты кто? Почему здесь Почему здесь шелонен стоит, алло? Ты нракооп закрой. Ко мне кто-то в кол... Я вас забаню сейчас, вы чё, засранцы? Я такой думаю, что-то происходит, сюжет, это часть сюжета. Серьезно. Если вы прибыли по поручению торговца, чтобы добиться возобновления работы шахт, то я сочувствую. Советую вам прочитать мой предыдущий отчет по залу Шенлу. О чем это он? Пайма ничегошеньки не понимает. Вот деньги, которые Синцю обещал одолжить тебе. О, это именно то, что мне сейчас нужно. Это настоящий герой Лиюэ. Я хотел сказать, поскольку вы старые друзья департамента по делам граждан, предлагаю отбросить формальности. Что же вы хотели узнать? Расскажи о разломе.
О разломе. Сашка, спасибо за подарочек. А смотрите здесь, если никуда не торопишься, то, но не забывай соблюдать законы Лиуэ. И все же эти места, в которые я настоятельно рекомендую не ходить. Например, большая шахта в центре разлома была закрыта магическим барьером формации цисин. Как следует из названия, это формация, которую наложили цисин. Это довольно простое и понятное объяснение. У формации есть слабые места. Это узлы, скалистые затворы. Их установили члены группировки Цисин, чтобы объединить и стабилизировать протекающую через формацию энергию. В последнее время вокруг скалистых затворов все еще появляются необычные геоскопления. Кажется, что-то за барьером жаждет вырваться наружу. Прости, это я сам с собой. Не обращай внимания на мою болтовню. В общем, ни в коем случае даже близко не подходи к формации Цисин. Повторяю, не вздумай приближаться к формации. И уж тем более не вздумай ее исследовать. Я понял, пошлите исследовать формации. Целостность скалы затворов нисколько не нарушена. В их окрестностях нет абсолютно никаких геоскоплений. Даже не вздумай пытаться ими воспользоваться. Но знаю, о чем вы думаете. Там абсолютно точно нет ни редких сокровищ, ни древних окаменелостей, ни огромных руин. Не нужно питать ложных надежд. Ты точно подозрительно все это рассказываешь? Там даже грибы не растут. Что уж говорить о камнях, которые исполняют желания, или о моряках, которые становятся сильнее, съев грибов. Повторю, не найдетесь. Хорошо, мы поняли. Не надо так горячиться. Так, на что еще следует обратить внимание? Я бы посоветовал сначала поговорить с Джином Цзюн. Она искательница приключений, которую нанял департамент по делам граждан. А еще она раньше была шахтером в разломе и знает его как свои 5 пальцев. Вот, возьми это. Когда она увидит записку, то поймет, что тебе можно доверять. Предупреждаю, Джи Цзюн из тех людей, что целыми днями носится туда-сюда. И если спускаются под землю, если испускают... Что? Носятся туда-сюда или спускаются под землю, чтобы разрушить формацию. И уж тем более она никогда не подумала бы собрать группу скучающих любителей искателей приключений, чтобы отправиться в какое-нибудь опасное место. Поэтому не ждите, что она поможет вам войти в разлом. Понятно. Правда? Вот и хорошо. Не буду больше отнимать ваше драгоценное время. Так, кто сейчас в баннерах? Так, почему у меня открыт... Это не то. Блин, простите. Мне же тут теперь еще нужно выйти из него, да? Да. Так, сейчас в баннерах Джун Ли и этот... Как, F3. Вот. Джун Ли и Невилет. Невилет. Ох уж этот Джин Цюн, та еще болтушка, да. Сам офигел тенор говорит, резко замолчал, а потом Шелонен 5 минут. Минут 5 стоит еще и говорит. Да, я офигел. Что такое? Па-па-па. Вот это. 29-й. Спасибо. Так, нам дали квест. Дали же? Или не дали? Нам просто, наверное, дали записку. Записка Мунина. Записка представителя департамента по делам граждан Мунина. В ней несколько строк, но условно запрещено, повторяется 8 раз. Покажите ее искательнице приключений Джи Цюн и получите помощь. Ты Джи Цюн? Нет. Ты кто? Кто? Хедив. А где она? Нам бы здесь открыть статую, чтобы у нас карта открылась. Было бы так хорошо.
Сейчас найдем. Так, давайте я вас пока включу. А почему у тебя мир открытый? А я его открывал... Я его открывал вчера, Зорик потому что у нас говорит, были Тенра, включи кооперативные эти активности. И Я говорит, включил. Тенра, ты проходил ивент в Монде? Какой? Виталя Понос говорит, а какой твой любимый перс? Чего, вот она. Так. Я не понимаю. Джей. Цисин. Согласно которому необходимо отправиться в разлом, но в разломе уже давно запечатан. Что могло произойти? Вот, нам туда. А еще у нас должен быть Эндрюс по-любому говорит, дополнительный если что, в квест. это Локи все загадки через геоконструкции решаются. М. Сейсера Наги говорит, бедишь крутить скирк в обнове 5.7. Не знаю. Сова говорит, как Да, дела? наверное. Все нормально, как твои? Зорик говорит, Тенра, где все? Нас, ютубовцев, всего 5 людей. Потому что утро же. Усер говорит, почему у Кики и Теори один вайп. И говорит, новый. Пойдемте посмотрим. Блин, по-хорошему мне надо будет ГГ в этот переделать, да? В Гео, потому что у нее вроде откат очень быстрый. Лисенок говорит, надо было мне Ганью, а не Шила взять. Так, это я вот это, да? Эскув котятка говорит, это пипец. Я не понимаю, как тебе рев по твоему персу нарисовать. Я рисовать не умею. Блин, я не знаю, я тоже не умею. Аня Мика говорит, желательно, да, года Геа, пока нет деда. Просто она мне так не очень нравится, так как бы. Так. Это сюда нести? Виталий Понос говорит, на каком ранге выбил Теори. Ой, давно я ее выбил. Ну, когда баннер ее был, я тогда ее выбил. Не помню, какой был. 20-й, наверное. Эскервизор Джитсин. говорит, а ты вводил промокоды? Да. Зорик говорит, Я вас ладно, выключаю. Кендрик, я, наверное, пока что ничего писать не буду, а потом выйду. Мне на дополнительные по Конечно, английскому конечно, собираться давай, надо. давай. Давайте посмотрим предостерегающий знак Хуэшань. Впереди скалистые затворы. Посторонним вход воспрещен. Любой, кто повредит это сооружение, навлечет на себя гнев Цисин. Если у вас есть вопросы, обратитесь к Мунину, ответственному в лагере. Понял? Путешественница, привет! Меня направил Мунин, это его. Кому нужны эти бумажки? Я сразу узнала тебя. Он любит устраивать спектакли по любому пустяку и разводить бюрократию, чтобы выглядеть большой шишкой, но меня это не волнует. У тебя отличная репутация в гильдии искателей приключений, не говоря уже обо всем, что ты сделала для Лиюэ. Мы все были свидетелями твоих подвигов. Неужели настолько знаменита? Многие из новых искателей приключений в гильдии, включая меня, слышали рассказы о ваших приключениях на Драконьем хребте от Юйся. Проложить путь через снежные бури и зимние пределы, чтобы открыть давно забытые и древние заснеженное королевство, возойти на вершины коварных пиков, чтобы столкнуться с невероятной мутацией во плоти. События, которые ты пережила, препятствия, которые ты преодолела, истина, которую ты узнала, все это есть и настоящие приключения. Хорошо сказано. Ух, у меня голова кругом идет от твоих речей. Неужели мы так крутые? Это сказал Пайман. Я уже не говорю о том, как вы сражались с морским чудовищем на террасе Нефритового дворца. Сама я этого не видела, но послушала все рассказы об этой эпичной битве. Так о нас уже рассказывают истории, говорит Пайман. Еще бы, они еще очень популярны в городе. Если хотите знать мое мнение, у чайного доктора и у Тяня Железного Языка истории хороши по-своему, но мне больше нравится Тянь. О, не волнуйтесь, я понимаю, о чем ты. Стиль Тяня Железного Языка, конечно, на любителя. Даже я время от времени нахожу его стиль несколько грубоватым. А чайный доктор, он неторопливый рассказчик, понимаешь? Иногда требуется несколько часов, чтобы почувствовать вкус истории. Кому-то это нравится, но не мне.
Ты можешь сказать, ой, да ладно, это же история, а не горячее угощение, которое может остынуть, если слишком долго копаться. Но, как по мне, история тоже могут потерять весь вкус, если слишком долго держать их под крышкой. Я хотел сказать, что мне не очень интересуюсь рассказом. Что такое? У тебя болит горло? Да. С горлом, Пайман говорит, с горлом у меня все хорошо, все в порядке, а вот голова кругом идет от такой кучи информации. Простите, я немного переволновалась и принялась докучать вам разговорами. Хе-хе. Тенра, ты пришла по поручению Цесин, а Маунин дал тебе новую информацию, например, ни в коем случае не приближаться к скалистым затворам, или под разломом ничего нет, или Джинсю ни за что вам не поможет. Именно это он сказал. Он у нас... Пайман, он нас не запугал. Хи-хи, он вас не запугивал. Что? Ты хочешь сказать, что он сказал правду? Дело в том, что Мунин специальный представитель в департаменте по делам граждан. Даже если бы он хотел просто попросить о помощи, о многом он не имеет права говорить. Поэтому он может только предупреждать вас чего-то не делать, чтобы окольными путями объяснить, как попасть в разлом. Его нельзя на самом деле означает «можно». Как все запутано. Ты упомянула, что он дал тебе записку и сказал найти меня. Эта бумага дает право на беспрепятственный доступ в разлом. Разумеется, при условии, что Цесина лично не вмешивается в ситуацию. И тот факт, что он направил тебя ко мне, означает, что я должна указать тебе путь в глубины разлома. Что? Ох уж этот Мунин. Ха-ха, прошу прощения за такую скрытность, но у нас на то есть веские причины. Найденное в разломе нечто настолько необычно, и исследование должно проводиться тайно, иначе это вызовет панику среди населения. Таково указание Цесин. Поэтому нам поручили тайно собрать группу исследователей и ученых, чтобы провести исследование, прикрываясь указом о запрете входа в разлом. Все это делается для того, чтобы, если это необходимо и возможно, отсрочить кризис, который назревает под землей. Значит, люди в лагере, они помогают отряды георазведки, надежные и опытные люди, по большей части. Вы тоже здесь не случайно. Кое-кто из Цесин порекомендовал позвать вас на помощь, и у нас не было причин отказывать. К тому же вас достаточно просто соблазнить наградой. Алло. Нас одурачили. Пайман, пойдем. Уф, и правда. Нечего обращаться с нами, как с парочкой тупиц. Прошу, не уходи. Я не хотела вас обидеть, просто озвучила слова начальства. Я беру свои слова обратно. Мы уходим. Цесин наверняка щедро вознаградит вас. Я не жалуюсь на нехватку Моры. На самом деле, в последнее время я жалуюсь, потому что я потратил все деньги. Так, помощь в розыске мне больше что ли не... Угу. Я тоже, хотя Мора и лишней не бывает. Если удастся принять меры по смягчению опасной ситуации в разломе, все сокровища и ценности, найденные под землей, достанутся нашедшему. Это особое разрешение Цесин. Оно действует только здесь, только сейчас и распространяется только на вас. Ого, правда? А ты точно нас не обманываешь? Сокровища! У нас будут сокровища! Вот и славно. Значит, вы принимаете поручение? Только из-за любви к сокровищам. Только из-за любви к Пайман. Хи-хи, я знала, что ты меня любишь. Прошу прощения, что отняла ваше время. Давайте перейдем к делу. Если мы хотим попасть в разлом, нам требуется адъювант, сделанный из свистного? Светоносного, прошу прощения. Это не ты, это дождь. Точнее, там тает у меня. Думаю, кто там тарабанит по окну. Светоносного камня. Только с ним мы можем передвигаться в царящей внизу темноте. Только обладатели глаза Бога могут использовать адъювант.
должным образом. Поскольку вы способны использовать силы элементов, даже без глаза бога, у вас, вероятно, не возникнет проблем. Котятка, спасибо за подарочек. Может, не надо читать? Как это не надо? В этом же суть. Он находится в хорошо охраняемом складе на юге, так что проблем у вас не возникнет. Возвращайтесь, когда закончите. Окей. Так. Папа. Пойдемте. Константин. Кирар, спасибо. Кюкамбр, спасибо. Думаю, смогу тебе помочь. Чем? Мне не надо пока. Тенра, нет, уходи. Это будет часов на 5-6 квест, которого ты будешь страдать? Почему? Какие 5-6 часов? Вы что, гоните? Так не бывает. Обманываешь меня? Скажите, что он обманывает. Почему он врет мне? Ты, наверное, сегодня будет кого-то? Нет, сегодня не будет. Да что ж такое? Этот Клифта говорил, что не будет ни одного охранника. Мы помешали пацанам. О! Я думал, это чувак, который деньги дает. Простите. О хранении на старом складе. Из-за недавнего внезапного всплеска аномалий в разломе ремонт складов приостановлен. Все работники, пожалуйста, прекратите работу и ожидайте дальнейших уведомлений. Старое хранилище будет сохранено как и есть для использования миллилитами и любыми сотрудниками департамента по делам граждан, прибывшим для осмотра. Понял. Об этой штуке говорила Джун Ли. Возьмем-ка ее с собой. Возьмем. Так. Деньги. Халява получается. Квест с разломом самый бесячий, как по мне. Квест долгий вправду. Сюжетка разлома долгая, но не в несколько этапов закроешь. Не. Ну, блин. Давайте сделаем так. Я сейчас ей вот это отдам, она нам даст то, что надо, пошлет куда-то нас, и мы закончим пока с разломом. Мы вернулись, ты нас обманула. Что-то не так? Склад никто не охраняет. Это называется хорошо охраняется? Не может быть. Пока я охраняла склад, похитители сокровищ близко боялись к нему подойти. Кто охранял склад? Кто? Ну, я? Ты охраняешь склад? Разве искатель приключений не захочет тратить свое время на какое-то скучное занятие? Да, понятно. Давай-ка пока не будем обсуждать твою безответственность. Хорошо. Слышишь, ты чё, бесполезная? Если честно, я и сама не слишком хорошо понимаю, как работают скалистые затворы, но думаю, стоит начать с изучения геоскоплений, похожие на клетки. Что это? Эти странные скопления ставят в тупик департамент по делам граждан. В последние пару лет они появляются из коренной породы, разлома и по своей природе похожи на нечто внизу. Дело в том, что под воздействием аномалий они инициируют распад. Исследователи из зала Хуэшань обнаружили, что эти скопления поглощают энергию геоокружающей среды, постепенно ослабляя структуру скалистых затворов. Это пугает. Складывается впечатление, что кто-то сознательно разрушает формацию. Мы проводим зачистку дважды в месяц, но эти скопления вскоре появляются снова. Впоследствии, в последнее время это происходит все чаще. Возможно, нечто внизу становится активнее, поэтому Цесин отправили нас вниз, чтобы провести расследование. Окей.
Так, найди способ разрушить скалистые затворы. Не вот так? Интересно, тебя же интересует убрать скалистый затвор, а теперь сломать. Да. Ну, несложно получается. Опа-па. Икс. Алло. Все. Успокойли чуть. Ого, кажется, дело сделано, говорит Пайман. Вот типа того. Не ожидала, что скалистые затворы можно так легко разрушить. Довериться вам было правильным решением. Это ущерб общественному имуществу, верно? Конечно, нет. Мунин заблаговременно сообщил об ущербе. Так что все формально. Все формальности эти... Так что все формально. Эти скалистые затворы были разрушены до нашего прибытия а не после. Осталось разобраться с оставшимися 4 затворами. Я зарисовала расположение 3 из них. Надеюсь, это поможет. Окей. Что касается последнего, мне самой сложно сказать, где он сейчас находится. После эвакуации шахтеров шахта заполнена, и затвор оказался под водой. Сначала позаботьтесь о первых 3. За это время я постараюсь что-нибудь придумать. Возвращайтесь, когда закончите. А ты не пойдешь с нами? Может, в другой раз. Мне доверили охранять склад, но я проявила халатность, и похитители сокровищ чуть не воспользовались этим. Я благодарна, что вы не рассказали о моей ошибке. Мне придется вернуться к охране склада, по крайней мере, на время, если Мунина снова не поймает меня за недобросовестность. Я уверена, что вы справитесь без моей помощи. Окей. Так, все. Давайте тогда вернемся. Куда мы вернемся? Знаете что? Давайте напоследок Дейлик 1 пройдем вот здесь. Он был сюжетный. Я награды собрал, но это... Разлом технологии после Надзумы. Серьезно? Окей, после хронологии. Тогда я не буду тратить на него время. Тенра, поверь мне, ты яйца с геопечатью перепутал, а квест в разломе, точнее квесты в разломе будут тебя еще 7-8 часов. Плохо. Пошел, открытие печатью первое начали. Тенра, ты слишком быстро понял. Бьем тревогу. Чего понял? В смысле, я тебе что, дурачок, по-твоему? Так, и так еще 4 раза по кругу. Или 5, не помню. Тенра, что? Ивент? Какой ивент? Ты про вот этот первый? Он сколько еще будет идти? 8 дней. Попозже. Просто уже 2 часа прошло. На хронике кого будешь выбирать? Я не понимаю, объясни. Я не понимаю в терминологии. Что такое хроника? Я же новичок, я же не знаю. Так, здесь был Дейлик. Мы хотим его выполнить. Вот. Пошли. Это которая девушка, которая не видит. Годвин, почему так долго? Привет. Мне знаком ваш голос, путешественница из далеких стран, хвала Анема Архонту, ибо ветер направил вас в эти места. У меня к вам одна просьба. Годвин, мой парень, рыцарь Орда Фавониус. Когда-то давно он покинул город и с тех пор так и не возвращался. Больше я его не видела. Я так переживаю, бедный Годвин. Что если на него... Стоп! Мы читали это. Мы это уже проходили. Мы это проходили, меня развели. Да, мы это проходили, мы все это читали. Весь этот текст.
Ну, раздуйте семена. Да, и это мы делали с Руканом Архонта. Меня развели. Я думал, это сюжетка продолжения, а это нифига нет. Так. 3 месяца уже играешь, почти ветеран. Какой новичок. Ну, видишь... Ник говорит, нужно одуванчики искать в спецместах. Они у меня есть. Я уже проходил этот квест. 3 месяца, но это 2 часа в неделю я где-то играл Эндрюс 6 говорит, часов. чтобы вытянуть достижение, Иногда. нужно этот дейлик раз 5 пройти. Смотрите, а когда я его просто завершаю, это считается за прохождение? Игра не будет меня хотеть, чтобы я прям именно прошел его? Или мне нужно именно вот так проходить? Ой, контент. Усер говорит, баннер хроник это, когда некоторые персонажи из одного региона выходят все в одном баннере. Ну я не знаю, я таких вроде еще Усер даже говорит, не видел. там даже. можно выбрать персонажа, как курс на оружие. Прикольно. Говорит, дейлики можно не проходить. Эскрвизард говорит, молитва хроник это молитва, которая появилась не так давно и имеет определенный набор персонажей и оружий 5 звездочка, которые ты будешь выбирать сам на этом хронике, будут легендарки Льюэ. Понял. Эндрюс говорит, игра хочет именно прохождение вручную. Так, вы определитесь. На Талифелове говорит, нужно пройти. Серьезно? Ну, значит, будем проходить. Тихо, тихо, тихо. Доброе утро всем. Доброе утро. Кирору говорит, 7 персонажей в одном баннере. Прикольно. Посмотрим, я же не знаю, кто там будет. Посмотрим по факту. Творф говорит, Ку. Привет. Так, Эндрюс говорит, где для Глория? достижения именно вручную. Значит, буду проходить теперь. Теперь это понятно, это главное. Кирору говорит, и 9 оружий. Бум! И говорит, там будет Шеньха. Все сделали? Очень сильно ведь. Сигма говорит, я знаю, какие Так даже великие лучше, хроники. семена одуванчиков разлетятся далеко-далеко. Надеюсь, они найдут Годвина, и он услышит мои слова. Дай мне руку. Это вам, спасибо. Я Усер еще говорит, немного... там будет Ганька. Так, мы это все читали. Там будет Ганька, Шаньхэ. Ой, я из них не знаю почти никого. Спасибо за подарочек. Привет. Так, я разговаривал с Катериной, сейчас я проверю. Эскрвизард говорит, 9 легендарных оружий и 7 легендарных персонажей. Понял. Понял, Усер принял. говорит, Хинки Юин from Vietnam с Vietnam флаг. Здрасте. Hello. Так, получается все, да? Зорик говорит, ей пришел. Давайте крутанем. У меня Эндрюс говорит, в 72 крутки. 1.5.0 сделали так, что дейлики с достижениями выдают и приоритетном порядке. Пока не получишь, они так и будут сыпать. Понял. Говорит, хочу Сяо. Так, здесь я Сянь все Юнь говорит, выполнил. вы ютубер или мне кажется? Ну, на ютубе, да. Просто голос очень знакомый. Ну, я есть на ютубе, но я не Усер популярный говорит, ура, ютубер, давай, если давай. про это. Так, Зорик круточка. говорит, как вовремя я пришел. Это одна круточка всего, просто Усер одна. говорит, Чжунли, выходи из дома. Джинли, выходи. Анимика говорит, дед, давай, падай ня. Усер говорит, бат Саури им not Russian Russia флаг. Окей. РР говорит дед. Металлическая тень. Эскрвизард говорит, хочу Сигну Арликина. Так, здесь ничего нельзя, Зорик здесь ничего говорит, нельзя. бобр. Все. Все, чатик. На этом конец. Эндрюс говорит, деда держат в заложниках. Ой, а мы же превьюшку не сделали. Усер Давайте в говорит, разломе сделаем. Вот сюда. Зорик говорит, пока бобр. На Талифелове говорит, а раньше эти сюжетные дейлики очень долго ждали. Говорит, Серьезно? дед, он бедный. Так, вон туда. Ну, прикольно. Такая... Не скажу, что впечатляющая локация. Пока что. Я тут, скорее всего, внизу там еще что-то будет. Но там прикольно. Усер Прям говорит, вот это дед не красиво. бедный, он просто забывает морг. Да, потому На что он Талифелове говорит, читер. всем пока, хорошего дня. Все, давай, пока-пока. Не. Хурвиру говорит, а у тебя гарант. Да, у меня гарант. Вот И такую говорит, превьюшку а не сделаем. велет Юдекс вообще. Сейчас мы только день Анимика сделаем. говорит, Чжунли там чаи гоняет, выпадать не торопится. Ня. Ну,
Усер говорит пока нет Энреня. Пока не. Эндрюс говорит да, чтобы закрыть деликием достижениями, раньше ЛБД по 2 года тратили. Капец. Говорит морю чисто он забывает. Эскервизит говорит ты спустишься вниз и посмотришь. Вот. Сейчас мы вот такую превьюшку забацаем красивую. Вот, все. ПУКАМ-БРР говорит сейчас как делюк вместо чруна прилетит. Не-не, у меня гарант. Мне уже моно Зорик прилетало. говорит, я вообще 6 класс, я пошел пробные занятия по английскому, кинули в группу 6, 7 классом, а потом я как орешки пощелкала и кинули группу 7, 9 классов. Ну ты правильно, молодец, наоборот, молодец. Одобряю, прям красавчик. Все, чатик, я вас выключил, да, мне выпало моно. Всем большое спасибо за лайки, подписки и подарки. И самое главное, большое спасибо, что провели это время со мной. Мы были продуктивны в том плане, что мы поняли, что в Лиюэ неинтересные квесты. Лиюэ мне не нравился, теперь мне не нравится еще больше. Вот, поэтому мы будем проходить... Я, наверное, скорее всего, вне стрима пройду все дурацкие квесты в Лиюэ. Может, я даже где-нибудь почитаю гайд, какие квесты интересные, какие нет, чтобы на стриме пройти только интересные. Вот. Всем пока. И, как всегда, на прощание. Нарара. Все. Пишите пока мне, пишите пока чатику, и я ухожу. Не. Так. Инадзума тебе нужна. Она у меня есть, но я Зорик хочу говорит, здесь пока чуть-чуть Бобби. пройти. На самом деле можно пойти в Инадзуму. Почему? Я объясню. Я не хотел идти в Инадзуму, потому что было много квестов в Лиюэ. Я думал, там сюжет, там интерес, что-то классное. Вот, допустим, как вчера про мелкого пацана. Маленькая история, да, она ничего не раскрывает, но вот она такая цепляющая, эта история. А вот эти квесты, которые сейчас в Лиюэ «Принеси, подай, отойди подальше, не мешай», вообще неинтересные. Поэтому, скорее всего, я эту инфу узнаю, может быть, у Фокса, у Кирары, по поводу того, какие там квесты, либо у Мики, она что ж задрот. Вот, если там еще интересные квесты, и пойдем уже в Инадзуму. Потом вернемся к разлому. Все, всем спасибо, всем пока, я ухожу. Пока-пока, чатик. Зачем тебе говорить, есть мы? Тоже верно. Все, давайте, пока-пока. YouTube, Twitch, Трова. Всем спасибо, всем пока.